12 апреля 1961 года. Утро. Каждый, у кого есть радиоприемник, включает его и делает звук погромче, чтобы послушать могли и соседи тоже. Не сговариваясь, сотни людей выходят на главные площади Москвы. Всеобщее ликование продолжается до глубокой ночи. Уже 14 апреля в Москве встречают виновника торжества – первого человека, покорившего космос, 27-летнего Юрия Гагарина. Люди несут приветственные плакаты, завешивают балконы красными флагами и забираются на крышу, чтобы посмотреть на первого космонавта в истории. Ликует без преувеличения весь мир. А особенно радуется партийное руководство СССР, ведь именно Советский Союз стал лидером космической гонки. По крайней мере, на ближайшие несколько лет. Сегодня я подробно расскажу о 2 днях из жизни Юрия Гагарина, которые вполне могли стать для него последними, но в итоге изменили историю человечества и подарили Гагарину всемирную славу. С материалами для этого видео нам помог проект «Минута в минуту». Мы уже сделали несколько совместных роликов с ними про первые дни войны в Украине и последние дни румынского диктатора Николая Чаушеску. Обязательно их посмотрите и загляните на канал проекта в Телеграме. Там еще много интересных историй. А мы начинаем. Полигон номер 5. Будущий Байконур. Раннее утро. Несмотря на разницу в часовых поясах, на полигоне живут по столичному времени и уже заканчивают предстартовые испытания. Ракету-носитель и пристыкованный космический корабль везут к месту запуска. Груз не маленький. Корабль весит чуть меньше 5 тонн. Проектировщик корабля «Восток-1» Константин Феоктистов инструктирует будущих космонавтов, тех, кто полетит после Гагарина. Он описывает им расписанный до секунд график предстоящего полета. Старт назначен на 9 часов 7 минут. Планируется, что весь полет вокруг Земли пройдет на высоте 180-230 километров, займет 1,5 часа, и Гагарин приземлится в Волгоградской, тогда еще Сталинградской области, в 100 километрах от Сталинграда. Кстати, первоначально планировалось отправить первого человека в космос на сутки, как это было с 2 собаками, Белкой и Стрелкой, пережившими полет на прототипе корабля «Восток». Собаки провели в космосе более 25 часов, облетев вокруг Земли 17 раз. Но уже на 4-м витке одна из собак начала беспокоиться и вырываться из фиксирующих ремней. Ее сильно тошнило. Хотя животные приземлились успешно и в дальнейшем проблем со здоровьем не испытывали, было решено, 1 витка для первого человека в космосе достаточно. Сергей Королев, инженер-ракетостроитель и бывший политзаключенный, чудом выживший на Колыме, осматривает космический корабль с носа до хвоста. Он явно переживает за будущего первого космонавта, в чем чуть раньше признается Николаю Каманину, начальнику отдела космических полетов Главного штаба ВВС. Но вообще-то Каманин обеспокоен и сам. Всю подготовку к полету и задолго до него Каманин держит в голове простую мысль. Есть полная уверенность, что корабль выйдет на орбиту, но нет никаких гарантий, что Гагарин вернется живым. Замечаний к ракете и носителю у Королева нет. В Москве первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев придумывает победоносную речь, где перечисляет все космические достижения Советского Союза и протягивает США оливковую ветвь. На полигоне у Гагарина проверяют самочувствие. На космонавта наклеивают датчики. Такие же будут использоваться в полете. Проверка длится 1,5 часа. Результат – давление, пульс и температура в пределах нормы. Интенсивная подготовка первой группы будущих космонавтов из 20 человек началась еще в марте 60-го года. Рабочий день наш начинался с часовой утренней зарядки. Занимались на открытом воздухе, в любую погоду, под наблюдением врачей. Были специальные уроки по физкультуре.
гимнастика, игры с мячом, прыжки в воду с трамплинной вышки, упражнения на перекладине и брусьях, на батуте, с гантелями. Много плавали и ныряли. Все эти занятия вырабатывали у нас навыки свободного владения телом в пространстве, повышали способность переносить длительные физические напряжения. Также летчики проходили испытания одиночеством и неестественной средой. В рамках одного из таких тестов будущие космонавты должны были находиться в изоляции в сурдобарокамере целых 10 дней. И находиться совсем не в привычных условиях. Камера была сильно насыщена кислородом, а атмосферное давление было понижено. За 19 дней до полета Гагарина во время такого испытания погиб другой участник первой группы космонавтов – 24-летний Валентин Бондаренко. Он случайно бросил смоченную в спирте ватку на раскаленную электроплиту. В воздухе было на 40% больше кислорода, чем в обычных условиях. Ватка мгновенно вспыхнула, огонь быстро распространился по комнате и попал на шерстяной тренировочный костюм Бондаренко. Из-за перепадов давления комнату не смогли открыть оперативно. Когда летчика вытащили, он уже был в тяжелом состоянии. Врачи Боткинской больницы 8 часов боролись за его жизнь, но так и не смогли его спасти. Все это время остальные будущие космонавты, включая Гагарина, находились в больнице рядом с товарищем. Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов, Николай Каманин, которого называют генерал-наставник, и врачи заселяются в домик на космодроме. Космонавты пробуют сытный, но не очень вкусный обед из тюбиков. Щавелевое пюре с мясом, мясной паштет и шоколадный соус. Гагарину не верится, что он уже завтра полетит в космос, но держится бодро и отмечает: «Сам удивляюсь своему спокойствию». После космического обеда Гагарин и Каманин детально разбирают завтрашний распорядок. Шутка ли? Сидеть в ракете и ждать старта придется на полчаса дольше, чем лететь в космосе. По словам Каманина, он, Королев и врачи всячески пытались сократить время ожидания. Хотя бы на полчаса. Но не получилось. Ведь только на то, чтобы закрыть люк, отвести установщик и фермы обслуживания, это такие конструкции, обеспечивающие сбор ракеты и доступ экипажа с персоналом к кораблю, так вот, чтобы убрать все лишнее перед запуском, требуется не меньше часа. Проверка скафандра, связи и оборудования корабля еще 20 минут. Ну а дальше уже, собственно, запуск всех систем, и он тоже требует времени. То есть ждать придется около 2 часов. Гагарину обещают, что его будут развлекать разговорами. Гагарин и Титов играют в бильярд, а после ужинают снова из тюбиков. Все это время за состоянием Гагарина внимательно следят врачи. После очередной проверки пульса подтверждается: Гагарин абсолютно спокоен. Гагарин и Титов собираются идти спать. Гагарин признается Каманину, что, возможно, он не совсем нормальный человек, ведь он совсем не волнуется накануне такого важного полета. Королев шутит, что через 5 лет в космос можно будет летать по профсоюзной путевке. Кажется, никто особенно не нервничает. Хочу рассказать вам, что вы теперь можете приобрести мой мерч в онлайн-магазине. Решили вот такое попробовать. Первый небольшой тираж напечатали. Мы постарались сделать качественные вещи, которые можно использовать постоянно. И чтобы изо дня в день они немного поднимали вам настроение. Например, вот такой вот шопер с длинной ручкой. В нем вполне можно носить ноутбук. А еще мы сделали в нем отдельный кармашек для мелочи, ключей или телефона. Знаем, что часто такого кармашка очень не хватает. Есть худи вот такой вот с «До завтра» надписью. Базовые футболки и даже носки. Все пошито качественно на производстве в Португалии. Надпись «До завтра» сделана моим почерком кривоватым. Остальные цитаты — это просто цитаты из моих роликов. Вот, например, из видео про ядерную войну. Такая вот оптимистичная. Вещи доставляются из Европы по всему миру. Оплатить вы можете зарубежной картой или PayPal. К сожалению, российскими картами сейчас пока нельзя оплатить, но мы это постараемся исправить к следующему разу. Заказывайте мерч по ссылке в описании, тем самым вы поддержите деятельность моего канала. И пользуйтесь вещами с удовольствием. Еще хочу напомнить, что вы можете купить мою книгу «История новой России». Сейчас она доступна в Амазоне.
Перед сном на Гагарина снова цепляют 7 датчиков, чтобы проверить его состояние. Это долгая, не особо приятная процедура. Но Гагарин к ней уже привык. Результат – давление 115 на 75, температура 36,7, пульс 64. Идеально. Гагарин и Титов отправляются спать. Спят они в одной комнате. К ним заглядывает врач Карпов и предлагает снотворное, но будущие космонавты отказываются. Врач проверяет Титова и Гагарина еще несколько раз. Те безмятежно спят. Где-то в вещах Гагарина лежит письмо жене Валентине. В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Что-то слишком траурное письмо получается. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость. Не спит на полигоне не только врач, но и Сергей Королев. Он оценивает шансы Гагарина на возвращение живым в 50%. Королев уходит проверять корабль еще раз. Он хорошо помнит, что случилось всего полгода назад. Р-16, межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения, очень спешили запустить к праздничной дате, Дню Октябрьской революции. Начальство давило на всех. Очень по-нашему. На полигон регулярно лично звонил Никита Хрущев и Леонид Брежнев, тогда председатель Президиума Верховного Совета СССР. Все суетились и спешили. Председатель комиссии, главный маршал артиллерии Митрофан Неделин очень волновался, как он будет отчитываться перед Хрущевым. И несмотря на выявленные недоработки, на устранение которых нужно было много времени, Неделин потребовал доработать ракету прямо на старте. Специалисты настаивали, дорабатывать ракету, уже заправленную топливом, нельзя. Это опасно. Замечание Неделин проигнорировал. Нарушая правила техники безопасности, Неделин уселся в 70 метрах от подножья ракеты на так называемой нулевой отметке. Рядом с ним находились другие ответственные военные и чиновники, среди которых были и замминистра общего машиностроения Лев Гришин, и начальник полигона Константин Герчик, и ведущие конструкторы тоже. Непосредственно вокруг ракеты находилось около 250 рабочих. За полчаса до старта при выставлении токораспределителя в нулевое положение прибор подал команду на запуск двигателей второй ступени. При этом все блокировки на случай подобных нештатных ситуаций были отключены. Топливные баки были заполнены. Двигатели выполнили команду. От чудовищного взрыва моментально погибли все, кто находился поблизости, включая Неделин. Всего, по официальным данным, погибли 74 человека. По версии ученого-конструктора Бориса Чертока, погибших было 126. Позднее от ожогов и ран скончались еще 4. Среди них был замминистра Гришин. Чудом выжили несколько конструкторов. Михаил Янгель, который отошел покурить, и присоединившийся к нему Андроник Иосифьян и Алексей Богомолов. По воспоминаниям Чертока, Иосифьян и Богомолов хотели обсудить с Янгелем опасную ситуацию и уговорить его сделать перерыв в подготовке ракеты, чтобы отдохнуть и в спокойной обстановке обсудить план дальнейших действий. Эта кулуарная беседа спасла им жизнь. То происшествие было самым страшным, но далеко не единственным. Всего к моменту полета Гагарина из 7 кораблей «Восток» удачно вернулись только 3. Каманин тогда записал в своем дневнике: много неполадок, мало испытаний, мало двигателей. На всем печать спешки. И дело тут не только в красивых датах. Холодная война в самом разгаре. Да, в 1957 году СССР первым успешно запускает на орбиту Земли 2 искусственных спутника. Однако и Штаты не отстают. Уже в следующем году американцы также запускают 2 спутника. При этом второй впервые в истории человечества транслирует на Землю из космоса запись человеческого голоса.
поздравление с Рождеством от президента Соединенных Штатов Уайта Эйзенхауэра. Год за годом США и СССР по очереди запускают объекты все дальше в космос. Потом начинают запускать животных. Вслед за Белкой и Стрелкой в январе 1961 года НАСА отправляет на орбиту шимпанзе по имени Хэм. Наблюдения за животными показывают, перегрузки вполне переносимы. Следующим логичным шагом становится запуск в космос человека. Еще до полета шимпанзе НАСА начинают готовить астронавтов. По плану программы «Меркурий» первый американский астронавт должен был отправиться в космос еще в конце 60-го года, но не вышло. То и дело возникали технические проблемы. При этом американский конструктор немецкого происхождения Вернер фон Браун был очень дотошен, требовал все больше тестов и не спешил отправлять человека в космос, не убедившись, что все пройдет как надо. В отличие от СССР, где космонавты были частью армии и в команду первых космонавтов набирали летчиков-истребителей, в США космонавтами становились летчики-испытатели под руководством НАСА, отдельной от военных структуры. Такая разница подходов объясняется просто. Советское руководство, отбирающее будущих космонавтов, не рассматривало предстоящие полеты как испытание новой техники. Оно не мыслило категориями науки. Оно мыслило категориями создания военно-космических сил. Первые американские астронавты начали тренироваться в 1959 году. В январе 1961-го будущему астронавту Алану Шепарду, ради космоса завязавшему с сигаретами, сообщили, что он вошел в число астронавтов для первой космической миссии. Американцы планировали запустить человека в космос 28 апреля. СССР шли впереди по графику, но любые технические заминки могли лишить советскую космонавтику форы. Ради первенства в космосе советские инженеры готовы были закрывать глаза на технические несовершенства корабля «Восток-1». Например, пришлось смириться, что ракета будет запущена без дублирующей тормозной двигательной установки. Инженеры рассчитывали так. Даже если единственная установка не сработает, корабль все равно затормозится в верхних слоях атмосферы и через 10 суток где-нибудь доприземлится. А чтобы это где-нибудь не было в океане или на вражеской территории, прямо накануне полета, 11 апреля, написали программу, которая позволяла переместить корабль в нужное место на орбите и обеспечивала бы посадку на советской территории. Запасной вариант спуска явно не самый надежный. На 10 суток рассчитана воздушная смесь, запасы кислорода, воды и питания. Но будут ли у Гагарина эти 10 суток? Для полета крайне важен осушитель воздуха. Он поддерживает оптимальные условия для жизнеобеспечения космонавта в кабине. А тот, что прошел испытание, надежно работает всего 6-7 суток. Возможно, конечно, и 10 проработает. Но это чистая авось. Протестировать осушитель с измененным составом наполнения просто не успевали, так как его создатель, конструктор Григорий Воронин, не поставил вовремя необходимое оборудование. Вот и решают отправить первого человека в космос со старым осушителем и одновременно совершенствовать прибор. Провести, так сказать, эксперимент. Но дело не только в технике. Как в необычных условиях поведет себя человек? Собаки вон как волновались. Даже Хрущев на заседании президиума ЦК 4 апреля 1961-го сомневался, как поведут себя космонавты. Смогут ли сохранить работоспособность и выдержку? Мое личное мнение таково. Без риска космос не освоить. Но бояться риска и возможных жертв значит тормозить полеты в космос. Слово Каманина было решающим в определении первого и запасного космонавтов. Многие до последнего сомневались, кто из финальной тройки – Герман Титов, Юрий Гагарин или Григорий Нелюбов – станет лицом Советского Союза в покорении космоса и кто рискнет жизнью. Королеву нравилась улыбка Гагарина и уважительное отношение к технике. Говорят, Хрущеву не понравилось ни русское имя Титова – Герман, и непривлекательная фамилия Нелюбова. Каманин же рассуждал иначе. Все последнее время и сейчас, когда я пишу эти строки, меня неотступно преследует одна и та же мысль. Кого послать в первый полет? Гагарина или Титова? И тот, и другой отличные кандидаты,
Но в последние дни я все больше слышу высказываний в пользу Титова. И у меня самого возрастает вера в него. Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова, это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет. Второй полет на 16 витков будет бесспорно труднее первого одновиткового. Но Каманин понимал, имя первого космонавта не забудут никогда, а второе и последующие забудутся легко. Перед Каманиным стоял непростой выбор. Трудно из 6 выделить кого-либо одного, но такое решение нужно было принять, и командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича, запасным пилотом назначить Титова Германа Степановича. Я с честью оправдаю доверенное мне задание, провожу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты. Нелюбов остался неудел, и его судьба сложилась трагически. За нарушение воинской дисциплины его в 1963 году отчислят из отряда космонавтов, хотя за него вступится сам Каманин. Но Нелюбова в отряд космонавтов так и не восстановят. Срыв космической карьеры Нелюбов переживет тяжело, но продолжит служить уже в ВВС. А в 1966 году он погибнет под колесами поезда, по одной из версий, уйдя из жизни добровольно. Врач Карпов будет Гагарина. На вопрос, как спалось, Гагарин, как прилежный студент, бодро отвечает: «Как учили?» Утро начинается с традиционной зарядки и непривычной космической еды. Мясного пюре и черно-смородинового джема из тюбиков, ну и кофе. Гагарин замечает, что от такой еды на Земле можно протянуть ноги. Начинается предполетный медосмотр. Параллельно проверяют, как работают приборы, контролирующие физиологические функции. Если приборы покажут хотя бы незначительное отклонение от нормы, Гагарина спишут в запасные, и вместо него полетит Титов. Но все в порядке. В родном городе Гагарина, Гжатске, что в Смоленской области, просыпаются близкие Гагарина. Его отец собирается ехать в соседнюю деревню Клушино, где бригада плотников под его руководством строит новый клуб. Они, как и остальные жители СССР, даже не подозревают о происходящем на полигоне. Гагарин надевает мягкий и теплый комбинезон лазоревого цвета. Затем товарищи помогают ему облачиться в защитный оранжевый скафандр. Он должен защитить космонавта в случае разгерметизации корабля. Врач Карпов наспех, но красивым почерком пишет на шлеме красной краской «СССР». Гагарин еще никуда не полетел, а люди уже просят у него автограф на память, хотя и не знают, увидят ли его еще раз. Кто-то протягивает обычные листки, кто-то удостоверение. Гагарин очень удивляется, такое с ним происходит впервые. Специальный автобус ЛАЗ-695Б «Львов» забирает космонавтов. Гагарин садится в специальное космическое кресло, к которому подключается вентиляционное устройство скафандра, подающее электроэнергию и кислород. Все прекрасно работает. Автобус мчится к ракете. Гагарин обращается к провожающим. В сопровождении конструктора Олега Ивановского Гагарин отправляется к лифту пускового комплекса и поднимается к своему месту в космическом корабле. По громкоговорителю всех просят покинуть стартовую площадку. С Гагариным связываются по радиосвязи. Позывной Гагарина — «Кедр». Я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Гагарин отчитывается о проверке скафандра.
Между этапами рутинной проверки и настройки Гагарин напевает, насвистывает и перешучивается с космонавтом Павлом Поповичем. Понял? Понял. Вот. Понял. 53 штуки, будь толстый. Сегодня прилетишь, сразу все съешь. Не, главное, колбаска есть, самогон закусывается. Зараза, он записывает, ведь мерзавец. Гагарин замечает, что сняли люк и понимает, что-то не в порядке. Выявляют первую серьезную неполадку. Не замкнулся концевой контакт, люк закрыт одного из 3 датчиков. Федор, я Заря-1. У нас так получилось, после закрытия люка, вроде один контактик не показал, что он поджался. Поэтому мы, наверное, сейчас будем снимать люк, и потом ее поставим снова. Как поняли меня? Понял вас. Правильно. Люк открыт, проверяет сигнализаторы. Как они? Хорошо. Чтобы Гагарину не было скучно, предлагают включить музыку. Станция Заря, я Заря-1. Выполните просьбу Петра, дайте ему музычку. Неполадку с люком устраняют. Герметичность в порядке. Космонавту начинают транслировать музыку. Заря-1, далее, про любовь. Привет. Музычку про любовь, да, это толковая, считаю, Алексей. Все это время Титов находится на Земле в скафандре, готовый в любой момент заменить Гагарина. Теперь ему объявляют, что для него все закончилось. Он может переодеваться и ехать на пункт наблюдения. Отходит установщик. До запуска остаются считанные минуты. Гагарин спрашивает, бьется ли у него сердце. Петр, я Заря, вас слышу отлично. Пульс у вас 64, дыхание 24, все идет нормально. Значит, сердце бьется. Идут последние приготовления. Гагарина просят надеть перчатки, закрыть гермошлем и включить звук на полную. Минутная готовность. Гагарин начинает насвистывать очередную песню про полет голубей. Зажигание. Кедр, я Заря-1. Зажигание. Понял вас, дается зажигание. Предварительное. Желаю вам доброго полета. Я Заря-1, мы все желаем вам доброго полета, все нормально. Поехали. Гагарин отчитывается о каждом изменении и проговаривает все, что видит. Проблемы начинаются с первых же секунд. Сначала в центральном блоке отказывает питание антенн системы радиоуправления. Не проходит команда отключения двигателя. Запоздавшее отключение отправляет Гагарина почти на 100 километров выше расчетного максимума. Апогей орбиты 327 километров вместо 230. В таких условиях, если не сработает тормозная двигательная установка, аппарат будет спускаться на Землю почти месяц. Что грозило Гагарину верной гибелью, конечно. Запасов еды и воды у космонавта всего на 10 дней. Заря, я Кедр, самочувствие отлично, продолжаю полет. Несколько растет перегрузка, вибрации. Все переношу нормально, самочувствие отличное, настроение бодрое. В иллюминатор взора наблюдаю Землю, различаю складки местности, снег, лес. Самочувствие отлично, как у вас дела? Прием. При переходе связи со стартовой площадки в Колпашево, где находится Центр космической связи,
Связь с Гагариным обрывается всего на несколько секунд. Всего несколько секунд, но у Королева дрожат руки, срывается голос. Его лицо так перекосилось от невысказанного ужаса, что Каманин едва его узнает. «Восток-1» входит в тень земли. Гагарин записывает на планшете. Ничего не видно. И подвешивает планшет с карандашом в воздухе, надеясь потом их схватить. Но планшет и карандаш уплывают. Гагарину не удается их поймать. С тех пор в советских, а позже в российских космических кораблях все привязывается. Гагарин продолжает надиктовывать свои мысли и впечатления на диктофон, а в ответ слышит только тишину. Чувствую, не чувствую, наблюдаю некоторое вращение корабля вокруг осей. Сейчас Земля ушла из иллюминатора взора. Самочувствие отличное. Чувство невесомости благоприятно влияет. Никаких таких не вызывает явлений. Гагарин не голоден, но по инструкции нужно попить и поесть. По сути, провести эксперимент, сможет ли человек без проблем проглотить пищу в космосе, там, где нет гравитации. С этим проблем не возникает. Гагарин отчитывается, что пролетает над Америкой. Именно в этот момент его повышают в звании. От старшего лейтенанта он перелетает капитана и сразу получает майора. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Старшее поколение замирает. Именно так сообщали о начале войны. Но радиоприемники продолжают. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Объявление пустили именно сейчас, ведь важен сам факт триумфа. Первый человек вышел на околоземную орбиту. И человек этот наш, советский. В дверь семьи Гагариных стучат. «Валюша, включай радио! Юра в космосе!» Не справившись с нахлынувшими чувствами, Валентина Гагарина падает в обморок. Очнувшись, она совершенно растерянная бежит к радиоприемнику, но не может вспомнить, как его включить. Уже через 10 минут квартиру Гагариных заполняют журналисты, соседи и знакомые. Они поздравляют жену первого космонавта Земли. Из радиоприемника раздается голос Левитана. «Полет продолжается! Пилот-космонавт Юрий Гагарин чувствует себя хорошо!» И вдруг приходит ко мне старшего сына, жена, невестка. Говорит: «Мам, а чего радио не включили?» И плачет. Я говорю: «А что?» Да, говорит: «Юра». Я говорю: «Наверное, на самолете разбился». Она говорит: «В космосе». Ой, ну тут и Зоя закричала: «Ой, что ж он наделал? У него таких две малютки. Что это он наделал?» У Гагарина действительно все в порядке. Он докладывает: самочувствие хорошее, полет проходит успешно. Затем дополняет: как поняли, прием, все системы работают хорошо. Включается тормозное устройство. Через несколько секунд корабль входит в плотные слои атмосферы. Наружная оболочка накаляется. Разделение шара и космического корабля запаздывает. Из-за того, что команда на разделение не прошла вовремя, арматура тормозной двигательной установки остается открытой. В результате газ наддува и окислитель продолжает поступать в рулевые сопла. Процесс неконтролируем. Корабль начинает бешено вращаться. Гагарин видит охватившее шар пламя, слышит, как корабль корежит, обшивка потрескивает. Космонавт едва не теряет сознание, приборы расплываются перед глазами. Разделение в итоге происходит с запозданием на 10 минут. Вращение замедляется, снова начинают расти перегрузки. Мама Гагарина, Анна Тимофеевна, бежит на вокзал Гжатска и пытается попасть в поезд на Москву. Анна Тимофеевна хватает билет и бежит к составу, но тот уже тронулся. Какая-то женщина подбегает к кассирше и что-то шепчет.
Кассирша бросается к диспетчеру. Поезд останавливается. Работники станции помогают шокированной Гагариной сесть в вагон. На высоте 7 километров отстреливается крышка люка. Гагарин катапультируется. Но катапульта срабатывает на 2 минуты позже запланированного. И Гагарин промахивается на 400 километров. До Земли 4 километра. Срабатывает основной парашют. Ну и тут возникает проблема. За пару километров до Земли раскрывается и запасной тоже. Это опасно. Запаска вполне может погасить купол. Стропы могут спутаться. Гагарина едва не уносят в Волгу. Приводнение вместо приземления означает неминуемую гибель. Чтобы не оказаться в холодной воде, космонавт достает закрепленный на скафандре нож и избавляется от аварийного запаса с радиостанцией, радиопеленгатором, аптечкой и едой. Траектория скорректирована. Гагарин приземляется в Саратовской области, где когда-то начинал свою летную карьеру. Он снимает шлем, берет его под мышку и отправляется искать людей. На Гагарина удивленно смотрит жительница деревни Смеловка, что юго-западнее Энгельса. Женщина начинает читать молитву. Гагарин заявляет, что он советский человек и просит его не пугаться. Он пытается объяснить, что прибыл на корабле, что еще больше запутывает женщину. «Какой корабль?» – удивляется женщина. «У нас тут воды-то нигде нету». Гагарин, наивно улыбаясь, отвечает: «Да я с неба прилетел из космоса!» Слухи о приземлении Гагарина разносятся молниеносно. На место прибывают военные и везут Гагарина в ближайшую часть. Местные дети рвут фрагменты обшивки спускаемого аппарата. Впоследствии они сдадут свою добычу школьным учителям. Гагарину вручают первую награду – медаль за освоение целинных земель. Такой медалью вообще-то награждали колхозников, которые осваивали целинные земли в некоторых районах Советского Союза. Космонавтам же ее вручали потому, что приземление происходило в некоторых из этих самых районах – в Поволжье и на территории Казахстана. Пока Гагарина готовят к отправке в Энгельс, о достижении советской космонавтики по телефону сообщают руководителям НАСА и будущим астронавтам США. Алан Шепард не верит своим ушам. Как русские могли его опередить? В его голове зудит всего одна мысль. «Я мог быть там еще 3 недели назад». В итоге его полет отложат еще несколько раз. И в суборбитальный пилотируемый полет Шепард отправится только 5 мая. В самом сердце Советского Союза, на Красной площади в Москве, собираются люди. Собираются, не сговариваясь. Советские граждане просто приходят, чтобы разделить друг с другом знаменательное событие. Сотни москвичей собираются на Манежной площади. От переизбытка чувств носят на руках и качают тезок Гагарина, просто потому что они тезки. И также подхватывают летчиков, только потому что они летчики. Столица кипит и будет кипеть до самой ночи. После встречи с Титовым, забросавшим Гагарина вопросами, героя дня прячут на военном аэродроме в Энгельсе. Его закрывают в диспетчерской наедине с телефоном. Ожидают звонка из Москвы. А Хрущеву позвонить-то ему все никак не удается. В итоге, чтобы связаться с высшими чиновниками, у Гагарина уходит 2 часа. Больше времени, чем занял весь его полет, который длился 106 минут. Наконец, когда по ту сторону провода оказывается Никита Хрущев, он первым делом поздравляет Гагарина с подвигом, который сделал его бессмертным человеком. Спрашивает, как прошел полет. Гагарин отчитывается, что полет проходил успешно, аппаратура космического корабля работала четко, а он чувствовал себя хорошо, как дома. Самолет с бортовым номером 01 уносит Гагарина в Куйбышев, ныне Самара. На вопрос пилота о полете Гагарин отвечает: «Так, потряхивает немножечко». Дом Гагариных заваливают телеграммами. Телеграфистка притворно жалуется, что они не успевают принимать все. Приходится носить телеграммы целыми пачками.
С каждой не набегаешься. В Куйбышеве Гагарина заселяют в самый большой номер гостиницы на высоком берегу Волги. В номере Гагарин снимает свой летный костюм и только в этот момент понимает, что сменной одежды-то у него нет. Он снова облачается в форму и идет обедать, прямо в форме. Вечерние номера «Правды» и «Известий» разлетаются, как горячие пирожки. Всем хочется почитать про первый полет советского космонавта. Уже завтра сходить с ума по Гагарину будет не только советская, но и мировая пресса. Сообщение «Человек в космосе» повторится на передовице Daily Mirror аж 4 раза. Вечером того же дня президент США Джон Кеннеди отправил Хрущеву телеграмму с поздравлением. Он заявил, что народ Соединенных Штатов радуется первому безопасному полету человека в космос вместе с народом Советского Союза. Кеннеди поздравил генсека, советских ученых и инженеров, которые сделали этот полет возможным. Закончил телеграмму президент Соединенных Штатов пожеланием в дальнейшем познавать космос вместе ради блага всей цивилизации. Конечно, то, что Советы опередили США, стало для американцев большим ударом. Тем не менее, полет первого человека в космос оказался общим триумфом. Юрий Гагарин стал настоящим гражданином мира. Его практически сразу стали приглашать не только в просоветские страны, но и в капиталистические, которые типа вражеские. В ближайшие несколько лет первый человек, побывавший в космосе, объедет 26 стран, и во многих из них побывает не единожды. Неслыханное дело для советского человека. Холодная война не завершилась. Всего через несколько месяцев будет сооружен главный ее символ – Берлинская стена. Совсем скоро разразится Карибский кризис. Сейчас полет Гагарина смог на время остановить соперничество. Хотя бы ненадолго ослабить напряжение между враждующими странами. То, что изначально исходило из логики холодной войны и мирового противостояния, то, что рассматривалось как развитие военно-космического потенциала, сработало как фактор всеобщего единения. Полет, в успехе которого не был уверен даже главный конструктор корабля, прошел успешно. Череда совершенно жутких и кровавых случаев, как с катастрофой Недельно, закончилась триумфом человека и науки. Триумфом, на время объединившим весь мир. Праздник День космонавтики не считается у нас главным, даже выходного нет. Саму тему успехов в космосе власть сегодня пытается присвоить себе. Хотя вот уж к чему, но так вот к этому сегодняшние правители России не имеют совершенно никакого отношения. А ведь праздник по-настоящему объединяющий. Юрий Гагарин – это, пожалуй, единственный в мире человек, памятник которому безо всяких споров можно поставить в любой точке планеты. А первый полет человека в космос – это то, о чем абсолютно все родители во всех странах мира рассказывают своим детям. Так что хороший у нас сегодня праздник. Давайте отметим. С праздником! И до завтра. Ground control to Major Tom. You've really made